Привет! В этом видео я хочу показать, как можно сделать тот материал, который вы видели на превью. И в этот раз я начал пользоваться Screencast Keys, чтобы всем было удобнее смотреть, что я нажимаю. В целом лучше понимать, что происходит. Значит, первоначально я скажу то, что я сделал вот такую вот заготовку с просто обычным плейном и с обычным с обычной икосферой, на которую наложил Decimate модификатор, и оно сделало вот такую вот форму. Значит, что мы первоначально делаем? Собственно, у нас есть вот такая вот форма, мы хотим сделать для нее тот материал, который мы видели на превью. Очень многое в этом материале зависит от общего освещения, поэтому я рекомендую использовать HDRI-карту, которая может добавить каких-то интересных особенностей. В данном случае я буду использовать HDRI-карту с сайта Polyheaven, там есть раздел HDRI, и, собственно, там вы сможете выбрать нужную HDRI-карту, но вот я поэкспериментировал, и мне лучше всего подошла вот такая вот HDRI-карта. Я думаю, вы можете увидеть вот это название и найти на сайте Polyheaven в разделе HDRI, то есть Large Corridor 2K, собственно. Вот, здесь мы это все повернем на 100 градусов по оси Z, вот на 100 градусов. И затем в самом объекте мы добавим материал стекла. Нам понадобится вот это удалить, сделать Edge Shader, взять два вот таких вот модификатора. И вот так вот их соединить пока что. Затем Glass BSDF скопируем 3 раза. Подключим вот так. Вот так. И затем вот таким вот образом. Здесь мы выставим нужные нам цвета. И поставим здесь, просто вытянем Green и Blue на 0, чтобы остался только красный. И то же самое проделаем для следующих, только поменяем цвета. То есть сделаем чисто красный, зеленый и синий. В IR мы поставим здесь 1.3, здесь 1.4 и здесь 1.5. Затем сделаем градиент Texture таким вот образом и подключим фактор к нормалям. Вот так вот мы это все подключаем. Видим то, что у нас уже, в принципе, какие-то преображения интересные есть. Вот так вот. Выделяем, нажимаем Ctrl-T. Это происходит с помощью аддона Node Wrangler. Здесь подключаем тоже нормали. И поворачиваем на 200 градусов. Но для каждого объекта могут быть свои особенности. Поэтому вот с этим параметром, там, возможно, со скейлом, с поворотами стоит еще поиграться. Но в данном случае все работает очень хорошо. Посмотрим, что у нас получается. Плюс-минус, да. Теперь надо roughness выставить на 0.4 везде. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Вот, мы это выставили. Затем что? Так, затем нам надо бы взять и поставить в Color Management Very High Contrast. И затем можно еще тут в кривых подобавлять нужные вот нам такие вот вещи. Вот мы сделаем, например, вот так, чтобы просто было вот эти цветные переходы, чтобы они были лучше заметны. Вот, что-то в этом роде. Теперь, если мы посмотрим с разных углов, то вот мы видим то, что есть вот эти вот интересные цветовые переходы. Вот, все, как я уже сказал, точнее не все, а очень многое зависит от освещения и от самого объекта. То есть, условно, если мы возьмем куб, ну, например, что-то такое, как-то вот так вот мы его развернем условно, применим тот же самый материал. Так, вот это можно удалить. Мы видим то, что тут сложнее заметить вот эти все переходы, потому что нам надо взять сейчас, посмотреть, в каком варианте они видны. Вот, я покрутил на 174 градуса, и вот они стали видны. И этот материал тоже
также прекрасно смотрится. Вот, а на этом у меня все. Спасибо большое, пока.